Юль, Да. а какое сегодня число? 14 ноября. А почему все такое зеленое? Почему я вижу виноград и какие-то южные растения? Потому что мы переехали. А, точно! Привет, друзья! Привет. Мы с Юлей переехали в Севастополь, в Крым. Да, и если вы еще не знаете, почему мы переехали, как мы переехали и как мы столкнулись с коррупцией по дороге, то обязательно послушайте наш подкаст номер 113. Ссылка будет вот здесь, внизу под видео. А сегодня мы, Юля, о чем поговорим? Поговорим о наших первых впечатлениях от Севастополя. Да, сегодня мы вам расскажем о наших первых впечатлениях. Будет 8 впечатлений. И вы узнаете, чем Севастополь отличается от других городов, от Москвы и от Питера. Поехали. Поехали. Первое, что бросается в глаза, и первое, что мы чувствуем, это... Тепло. Тепло, да, это климат, разница в климате. Это, конечно, очень банально и очевидно, но тем не менее этот город, он находится на самом юге, это полуостров, и сейчас 14 ноября, а здесь плюс 12 и тепло, да? Сколько сейчас в Москве? В Москве сейчас около нуля, и будет только холодать, а здесь примерно так и останется на всю зиму. Да, то есть здесь очень теплая зима и практически нет снега. Второй момент – это информационная блокада. Ну, это, конечно, грубо сказано. Да, но мы здесь себя почувствовали как... В Китае? Как в Китае, да, потому что в Китае многие сервисы Google, Facebook, Instagram заблокированы. И в Крыму, в Севастополе из-за санкций тоже многие сервисы заблокированы, поэтому иногда приходится использовать VPN, чтобы использовать этот сервис. Да. Номер 3. Здесь из-за санкций также не работают MasterCard, Visa, Google Pay и Apple Pay, да? Но по факту мы можем использовать здесь карты? По факту, да, Visa и MasterCard зачастую во многих местах срабатывают. Но вот Apple Pay и Google Pay нигде еще не работали. Да, то есть можно использовать Visa и MasterCard, может быть потому, что компании, которые принимают платеж, или тот банк, который обеспечивает транзакцию, да, что этот банк зарегистрирован не в Крыму, а на территории России, да, на материке, да, так скажем. Поэтому из-за этого, в принципе, карты работают, у нас с этим еще не было проблем. Да. Была одна аптека, где мы не смогли использовать MasterCard. В других, во всех местах все работает, кроме Google Pay и Apple Pay. Да, вот такая ситуация. Номер 4. Севастополь – это город котов. Здесь реально просто сотни разных котов, и все их здесь кормят. Кот, иди сюда, кот. Не хочет. Вот здесь сотни котов, и они выглядят очень такими красивыми, упитанными, пушистыми, да, и все люди их кормят. Ну, это потрясающе, просто сотни котов. Привет, привет, хороший. Ты такой ласковый, ласковый кот, да. Ты такой ласковый. Ты мурчишь. Номер 5. Севастополь очень культурный город. И это здесь чувствуется, да, Юля? Да, у меня тоже осталось такое впечатление, потому что все люди, с которыми ты разговариваешь, очень вежливо, очень культурно тебе отвечают, стараются помочь, что-то рассказать. Да, ты спрашиваешь что-то в магазине, и тебе говорят: пожалуйста, хорошего дня, хорошего вечера и так далее. То есть очень-очень такое приятное общение между людьми всегда происходит. И здесь много и театров, и музеев, да. И вообще, ну, вот это ощущение культуры, оно здесь очень-очень чувствуется. В отличие, например, от другого курорта города Сочи. Ничего не хочу сказать плохого про Сочи, но разница все-таки заметна. Ощущается, да, согласна с тобой.
Севастополь достаточно большой город, но это не мегаполис. Поэтому, мне кажется, здесь не такая высокая плотность населения, да, Юля? Не так много людей, и поэтому отношения между людьми более близкие, да? Мне тоже так кажется, потому что даже дом, в котором мы живем, там всего 2 этажа, а обычно ты живешь там в 16-этажном доме и не знаешь никого из соседей, а мы уже знакомы с некоторыми из наших соседей. Да, мы уже общаемся с соседями, хотя мы здесь всего неделю. Севастополь – это город военной славы. Здесь было очень много сражений, и в городе очень много памятников. Вот там, например, памятник Нахимову, здесь памятник Казарскому. И вообще вся атмосфера этого города, она тебе говорит, что ты В городе военного флота. Да, что ты в городе российского Черноморского флота. Поэтому это очень чувствуется. Мне кажется, можно сказать, что здесь такая очень немножко строгая атмосфера. Да, есть такое, что-то да? есть, да. И тут расположено много военных кораблей, и, соответственно, находится много военнослужащих, которые на этих кораблях служат. Номер 7 – это ландшафт. Город находится на холмах, и ты постоянно ходишь вверх, И вниз. вверх, Вниз. да. И на самом деле это, во-первых, это красиво, да, а во-вторых, какой еще плюс есть в этом? Физическая активность. Ты постоянно как будто бы занимаешься спортом, хотя ты просто гуляешь. Да, то есть ты просто гуляешь по городу, и ты постоянно ходишь по таким красивым лестницам, и ты всегда занимаешься физическими упражнениями. Это классно. Да. Питер и Москва, они плоские. В Москве есть несколько холмов, но в Питере вообще почти вот такой ландшафт. То есть нет вообще никаких возвышенностей, холмов или гор. А здесь, посмотрите, вообще огонь. Номер 8 – это отсутствие франшиз. Да, привычных сетевых магазинов, кофеен, например, как зарубежных брендов, причем, да, как Да. Starbucks, здесь нет Starbucks. Да, здесь нет Старбакса, но есть здесь Starbucks. Да. Вот, и другие такие аналоги смешные. Да, нет привычных фастфудов, типа Макдональдса, KFC. Да. И это даже- прикольно. И это прикольно, это очень здорово. Потому что есть местные альтернативы. Да, и нет каких-то даже российских сетей, типа магазинов «Пятерочка» или там Да, кофеин, шоколадница. Пятерочка, Дикси, все вот эти популярные сетевые супермаркеты, здесь их просто нет. Здесь есть какие-то свои аналоги. Это очень здорово. Это очень интересно, да, Да. потому что ты как будто находишься в совершенно какой-то другой стране, в другом конце мира. Друзья, на этом у нас все. Я знаю, что у вас могут возникнуть разные вопросы по поводу аннексия, не аннексия, Украина, Россия и так далее. Но об этих вопросах мы поговорим в следующих видео. Да, мы здесь только неделю, и мы будем больше и лучше изучать все про этот город и рассказывать вам. Обязательно. До встречи. До встречи.